друзья! Мы с вами в Копенгагене. Продолжается мое путешествие, только что приземлилась. Идем, как обычно, на Train Express. Остановилась я в Копенгагене в отеле Вилла Копенгаген. Она прям на главном Train Station. Вот у меня моя ручная кладь, очень удобно. Классный тут перелет, даже была водичка и чай. Вот. Так, exit. Все. Очень быстро. Обожаю путешествия по Европе, потому что все настолько удобно, все настолько компактно, все настолько быстро. Класс. По моим ощущениям, Дания — это страна, в которой я могла бы жить. Она гораздо более, мне кажется, теплая, она гораздо более дизайнерская, она гораздо более прогрессивная. Поэтому пойдем проверим. Минут на скоростном поезде из аэропорта, и я уже в центре Копенгагена. Вы знаете, по первым кадрам, вот сразу по ощущению, по архитектуре я вот чувствую, что Дания, Денмарк — это прям просто моя страна. Вот прям это первый раз я здесь, первый раз я в Копенгагене, но я прям чувствую, что это абсолютно место для меня. В Осло у меня такого не было, то есть я даже на Осло заложила в один день. Я чувствовала, что это будет не мое место. Но здесь, в Дании, у меня 2 полных дня. Просто жду не дождусь окунуться в этот город. Погнали. Какой красоты! Train Station. Вообще я обожаю в Европе Train Station. Просто обожаю. В Лондоне обожаю. Везде, где в Европе я была, это очень много стран. Почти уже все скоро. Но здесь, посмотрите, как классно. Балки. Красота. Если в Осло... Если ты заходил в поезд, там были хотя бы турникеты, то здесь просто покупаешь билет и просто заходишь, и все. Ни турникетов, ни контроля, вообще ничего здесь не было, так непривычно. В общем, Дания мне сразу чем-то напоминает такие вот лондонские настроения, а я же Лондон люблю, я же по Лондону скучаю. Смотрите, какая красота, как все аппетитно. Ах, красота. Но с первых минут мне уже здесь все нравится. Класс. Я знаю, что мой отель буквально в 5 минутах, поэтому отправляемся заселяться в мой отель Вилла Копенгаген. Мой отель прямо напротив Тиволи Гарденс. Вот, он уже виднеется, мой красавчик. Класс. Локейшн снова супер. 5 минут от вокзала, рядом с Тиволи Гарденс. В общем, просто супер. Привет! Я прибыла! Ура! Какая красота! Какой красивый отель! Welcome home! О, мне уже все нравится. А я уже и забыла, какой здесь интерьер, что я выбирала, собственно, в том числе этот холл. Когда увидела, я поняла, что это мой отель. Кайф. Класс. Разве можно придумать более атмосферное лобби? Просто класс. Я вспомнила сейчас, я как выбирала этот отель и эту картинку. Кайф. Буду здесь завтракать и пить кофе. Класс. Класс. А еще 2 часа назад, 2,5, я была в Осло. Кайф. Быстро, красиво, элегантно. Все как мы любим. Погнали. Какой красивый коридор. Так. 3, 1, 7, 6. О,
Это мой номер. Пообещали сделать апгрейд на вид садик, чтобы было потише. Ага. Вот такая небольшая, но уютная история. Самое главное, что у меня красивый внутренний вид на внутренний двор с бассейном. Красота. Ну что, с прибытием. Вот я же говорю, лондонская схема. В Лондоне тоже у меня был, помните, в моем номере Queen's Garden, тоже такой вот, абсолютно такой же компактный туалет за легкой такой перегородкой. Красота. В общем, я попросила апгрейд, потому что мне дали номер в самом конце коридора. Вы видели, небольшая крыша. В общем, мне должны сделать апгрейд. Сейчас будет сюрприз на раз, два, три. Надеюсь, этот номер будет то, что надо. Так, ну что, погнали. Супер, он беленький, это уже хорошо. Он большой, с плоским потолком. Все классно. И вид на башню и купол. Красота! Ну все, ура! Видите, нужно всегда идти до конца к своим целям. Супер! Ну что, я рада. Сделали мной апгрейд. Look of the day. Ура! Беленький большой номер. Потолок. Вид я вам уже показала. Классно. На лобби, на купол. Вот, и номер нашелся. Нету номеров. Я говорю, нет, ребята, давайте. У меня YouTube. Мне надо красивый номер. Ура! Ну все, класс, теперь я довольна. Знаете, что самое интересное? Этот отель и по ощущению, и по аромату всей парфюмерии пахнет как мой любимый отель в Лондоне, Queen's Garden, в котором я всегда останавливаюсь. Я всегда там останавливаюсь в одном отеле возле Гайд-парка. И этот отель, этот номер абсолютно пахнет точно так же. Я же вам показывала, точно такая же схема с туалетами. Видите, как классно. Ну и посмотрите, какой у меня теперь вид. У меня же теперь вид просто на миллион. Сейчас я вам покажу. Смотрите, какая красота. Еще и окна открываются, свежий воздух, то, что нужно. О! Супер! Класс! Спасибо, Вселенная. Я знала, что у меня будет хороший номер. А что это было с крышей? Не то, совсем не то. Кайф! Красота, легкая передышка. Идем изучать Копенгаген. Ну что, первый глоток воздуха в Копенгагене тоже пахнет липами, как пахло в Осло. Если вы не смотрели мою первую часть скандинавского путешествия, оставляю где-то здесь линк. Переходите, посмотрите, как там пахли липы, и здесь тоже пахнут. Вы только посмотрите, кстати говоря, как я одета. Как вам? 26 июня. Сейчас застегну под горло и надену капюшон. Местные ходят в коротких шортах, юбках и футболках. Для меня ледяной просто ветер, от которого я не знаю, как закрываться. Представляете? В общем, потому как я одеваюсь, легко догадаться, что я человек южный, что я живу в Бодруме. Я теперь понимаю, что почему все, кто приезжает к нам из Голландии, из Дании, из-за всех этих северных стран, они у нас в Бодруме даже зимой ходят в шортах. Потому что у нас жара. А мне здесь, вот я мерзну, мне холодно вообще. Я одела, вот у меня, смотрите, футболка, худи с капюшоном. Пора одеть. Боюсь себе представить, завтра похолодание должно быть. Что тогда я буду одевать? Видимо, еще 4-й слой. Смотрите, какое красивое начало прогулки. Сегодня у меня просто самые вкусные места, самые красивые Копенгагена. Начнем с самого красивого и классного. Чего ждать? И везде bicycle. Смотрите, как классно. Первое впечатление от Копенгагена. Смотрите, широкие улицы и проспекты. Для меня в холодную погоду, я уже в 3 слоя в капюшоне, местные ходят раздетые в шортах. Видите, какие проспекты, вау. Ну и, конечно же, bicycles everywhere. Слушайте, я прям не ожидала, посмотрите, какие проспекты, 2 полосы, какие пространства, как просторно вообще. Это, знаете, такое ощущение, что Лондон, который расширили. Как будто бы я в Лондоне, вот абсолютно. Но даже запахи, те же ароматы, те же, вайб такой же. Только почему-то не тесно. Класс. Мне очень нравится.
Ну, какова красота! Прям какой-то смесь Парижа и Лондона. Классно. Мне очень нравится. Первое впечатление от Копенгагена просто восторг. Прям вот абсолютно в моем духе, вы представляете? Вы знаете, один из самых главных преимуществ такого очень чувствительного человека, который считывает все. Понятно, что у всего есть обратная сторона, есть свои сложности, есть свои трудности, есть свои боли, но в путешествиях мне это очень пригождается, потому что я всегда чувствую места, отели, я выбираю прям вот всегда это попадание, потому что ты заранее прям проживаешь это место, включаешься в него. И вот Копенгаген и отель, который я выбрала, Вилла Копенгаген, все абсолютно вот бинго, просто бинго. Идем подкрепиться. Смørrebrød, самый главный. Слюнки сразу потекли. В общем, я заправляюсь морепродуктами, потому что все это так вкусно. Хочу зайти съесть. Сейчас Смørrebrød, очень известное местечко. Вот. Они там одни из самых классических и вкусных. Ну, я думаю, что надо закончить этот вечер, самый первый в Копенгагене, красиво, с устрицами на Нихавен. Идем. Смотри, как интересно. Эта сторона набережной для bicycles и машин, а та для пешеходов. А я не знала этого нюанса. Вот сейчас вернемся. Все здесь по-хитрому. Ой, прям задышалась. Вот вышла, мне не дышалось, а тут прям задышалась. Такая красота, как вам эти романтичные прогулки по каналам. Там небольшая компания. Здесь парочка. Вы посмотрите, какая красота. Вы посмотрите на эти зонтики. Все так красиво. Ну вот абсолютно такой дизайнерский, стилевый город. Не знаю, сколько еще мне нужно записать видео, чтобы вам сказать: а, как классно! Просто я тащусь, реально, это сочетание Парижа, Лондона и что еще забыла? Какова красота! Только что начался дождь. Я так удивилась эти капли, мы прохожие увидели, они говорят: beautiful Danish summer. Очень beautiful. Но это, блин, реально дубак, куртку сняла, потому что тяжело в куртке идти. Начался дождь. Ну, представляете, ну это куда вообще годится? Beautiful Danish summer. That's a place. That's a place. Really. London plus Paris. Two of my favorite places in one. Wow. Oh my God. Super happy. I wanted to go Paris again. And I wanted to go London again this year. And I'm in Copenhagen. Class. Beauty. Opera House. Класс. По-моему, именно здесь Смørrebrød. Мне кажется, они как раз где-то здесь, там на крыше. Погнали. Класс! А, да-да-да-да! Да-да-да, это я сюда. Какая красота! Именно за ними я и ехала. Класс, и никого, я тут одна. О! Посмотрите, как мне сейчас будет вкусно. Селедочка, рыбка. О боже, слюнки текут, красота. Красота. И бокальчик. Here. Oh, you need to put it in there. Beautiful toast. Смørrebrød первый. Это у меня яйца креветки. Это традиционный рыба каперсы.
Бокальчик с вина. Ну что, привет, Копенгаген, я приехала. Ты, конечно, пасмурный, но какой же ты красивый. Я думаю, что в уличных кафешках я еще посижу, но мне прям захотелось на самом красивом таком, самой красивой локации с видом, ну и классические попробовать, потому что в остальных местах, почему я именно сюда пришла, в остальных местах все уже закрыто, они закрываются в 5 часов, поэтому в торговом центре здесь на крыше, на фудкорте единственное место, где они их подают до сих пор. Наушниках CD Kiss of Life. И этот вид так красиво, просто до слез. Parece un basurero. Ну что, я добралась до самого главного, достопримечательности, самого такого известного места, визитной карточки Копенгагена, Нихавен. Красота, смотрите, кораблики. Кайф. Красивые разноцветные домики. Кайф. Сейчас начнем охоту на устриц. Очень хочу здесь, в этом красивом месте, съесть пару-троечку устриц. Ну как же холодно, слушайте, ну это вообще. С каждым часом холоднее, по прогнозу в 7 часов должен начаться дождь. Поэтому надо до 7 часов. Сейчас 6:30, до 7 часов быстренько съесть устриц и назад в отель. Запахи хот-догов, пива, марихуаны, само собой, как вы могли догадаться. В Осло, кстати, не пахло марихуаной, а вот здесь вот как в Амстердаме ароматы. Ой, все, дождь начинается большой. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. О, что интересно, люди едят. А в основном все фрай съедят. Ой, дождь начался такой. Все, приплыли. Дождь. Сейчас там GPT. Прям на этой же улочке набережной нашли ресторанчик, где можно съесть устриц. Да даже теперь после такого дождя, даже не знаю, придется начать с устриц, а закончить, может быть, чаем. Так холодно стало. Думаю, все-таки раз я дошла до этого ресторана, возьму-ка я все-таки ойстерсов. 6 штучек. И давайте уже посмотрим. Может быть, какой-нибудь десерт с чаем? Наверняка что-нибудь такое у них есть. Sparkling water. Класс. ChatGPT, кстати говоря, мне посоветовал это местечко. Здесь очень нравится. Прямо оно такое рыбное.
Красота. Свеженькие. Ну что, встретил ты меня, Копенгаген, дождем? Пасмурно, но зато свежими устрицами. Слушайте, ну вот эти вот минеральные устрицы, вот они самые простые, самые базовые. Может быть, завтра я попробую, кстати говоря, микс. Ну, в общем, вот эти вот Ocean Mineral Salty просто идеальные. Какие же они нежные, какие вкусные. Давно не ела я таких свежих и вкусных устриц. Такой деликатный вкус. Просто восхитительно. Боже, ну какие эти устрицы вкусные. Я не могу, боже. Я бы съела, наверное, штук 100. Кайф. Все дни, которые буду здесь, в северных скандинавских странах, буду есть устрицы каждый день. Решено. Где какое атмосферное кафе. Как тут классно. Действительно место, которое стоит наведаться. Прямо оно не пахнет туристическим, а действительно очень-очень-очень-очень. 6 устриц, минеральная водичка. Хороший счет, мне кажется. Это мои куртки, я не знаю, года 2 или 3. Я всегда в ней люблю путешествовать. Она очень легкая, теплая. И у нее вот в этом кармашке, когда покупала, видела, есть капюшон. Я подумала, боже, такой ужасный капюшон я никогда в жизни не смогу использовать. Представляете, прошло 3 года, и сейчас впервые этот капюшон просто супер мне пригодится в эту погоду. Да, вот такое вот датское копенгагское лето. Проходила оперу и подумала, все-таки надо зайти, узнать, может быть, есть билеты, может быть, завтра что-то интересное есть. Сегодня я уже не осилю, а завтра. Оу, прям такой движняк. Все-таки прежде чем возвращаться в отель, решила зайти в бейкери, которая у меня была в моем списке, Андерсон. Она как раз где-то здесь. Хочу выпить чая, может быть, есть какую-нибудь маленькую булочку. Хочется прям тут, знаете, согреться, как-то так, как-то что-то в уютном месте, каком-то посидеть. Какая же красота! Посмотрите, какая эстетика. Просто волшебство. Моросит дождь, на улице полупусто. Все магазинчики уже закрыты. Так же, как в Лондоне, тоже достаточно рано закрываются. Вот такая туристическая улица со всеми магазинами, со всеми брендами. Я думаю, что в хорошую погоду здесь очень людно. Такой сильный дождь начался, даже не знаю, как я в такой дождь дойду. Если вы видите, вот уже вся мокрая. Как я в такой дождь дойду до отеля. Надо искать такси.
что? Сказать, что я в шоке, это ничего не сказать. Так, вам погодка. Класс, да? Огонь. Промокла просто вся до ниточки. Тиволи Гарденс. Постоянно эти вопли и крики. Под дождем люди катаются на американских горках. О, ужас просто, я не знаю. Это людям... Я всегда думала, кто эти люди? Им вообще, они живут на одной планете со мной. Им реально настолько скучно жить? Я не знаю, тут, блин, каждый день проживаешь. Вот, такой же адреналин, блин, а еще американские горки. Реально, похоже, у каких-то людей очень скучная жизнь, не знаю. Мне только американских горок не хватало. Да. Да. Да, не, что-то как-то я передумала. Наверное, я здесь жить не хочу. Все, отбой, передумала. Не хочу жить в Дании. Если в июне 24 числа такой трындец, то я не знаю даже, что сказать. Йоу. Ничего. Добежала до отеля, полчаса под дождем. Горячий душ. Уютный номер. И сейчас сделаю чашечку чая. Такой вот у меня первый день в Копенгагене. Горячий Earl Grey. Орешки. Бесглютеновая печенька, которую с собой брала. Прекрасный вечер с фильмом. Производство Meltemi Entertainment, Lighthouse Entertainment и Baskin Fields. Хорошая женщина. Нью-Йорк, 1930 год. Некоторые женщины приносят счастье своим появлением, другие — своим исчезновением. Я умею то и другое. Мужчины любят, когда я прихожу, а их жены, когда... Класс. Дело близится к полуночи. Только-только, наконец-то, хоть немножко потемнело. Включились огни. Вы посмотрите, какой у меня вид на миллион просто в этом отеле. Класс. Спасибо, Вилла Копенгаген, за этот апдейт. Я на вас чуть не разозлилась слегка за то, что вы мне дали. Просто в конце коридора крошечный номер. Вот там такой мансардный. С таким маленьким окошком. Но сейчас это просто восхитительно. Посмотрите, какая красота. Класс. Супер. На Диком Западе ведь год выборов. А кто сказал, что я баллотируюсь? Она великолепна, просто совершенство. Я уже рассказал о привидении. Здесь все, как я представляла. Я чувствую себя принцессой из сказки. Ты и есть принцесса. Это потому, что я вышла за принца.